Глава 5. Кассиди глядела в лицо пятилетней девочки, сидящей у нее на руках, стараясь не смеяться. Хайди Вик рассказывала ей историю о своем новом щенке. При этом одни слова она выговаривала лучше, чем другие. Ее брат Фрэнклин, будучи на 2 года старше, уловил часть рассказа и, сев по другую сторону от Кассиди, стал помогать сестре. Ему полагалось спать на улице, пояснил Фрэнклин. Но он скулил, и папа позволил ему спать в комнате Хайди. Повезло щенку. Бустеру, поправила Хайди. Мне нравится это имя, сказала Кассиди, вдруг ощутив, как сильно ей хочется иметь собственных детей. Он вырастет большим, добавил Фрэнклин. Так папа говорит. Таким же большим, как я, ставила Хайди. «Вот это да!» – воскликнула Кассиди и нежно улыбнулась девчушке. Хайди робко улыбнулась ей в ответ, и сердце Кассиди растаяло. «Касси, вы ужинали?» – спросила мать детей, подходя к ним. «Еще нет, Миранда. Может быть, мы с детьми поужинаем вместе?» Миранда улыбнулась детям, которым понравилась эта идея, и без дальнейших обсуждений все четверо направились к шведскому столу, который накрыли Джанет, Хезер и Бекки. 14 человек собрались, чтобы отпраздновать 24-й день рождения Мэг Холден. И как только Брэд поблагодарил Бога за пищу, все начали кушать и общаться. Торт и подарки были оставлены на потом. «Я буду сидеть рядом с вами, мисс Кассиди», – сказал Фрэнклин, когда они наполнили свои тарелки. «О, Фрэнклин, я буду рада». «И я тоже», – сказала Хайди. Ее тарелку несла мать. Дети действительно устроились около Кассиди, но так как они были заняты едой, у женщин появилась возможность поговорить. «Как вы себя чувствуете?» – спросила Кассиди у Миранды, которая должна была родить примерно через месяц после Мэг. «У меня все еще тошнит по утрам, но я уже привыкла к этому. Я думала, что это продолжается всего несколько недель или месяцев. Я думаю, что для большинства женщин так и есть. Я знаю, что Мэг довольно скоро почувствовала себя неплохо. А это влияет на роды? У меня роды всегда проходят быстро, но я никогда не думала о том, связано ли это с моим токсикозом или нет. Это интересный вопрос». Кассиди, увлеченная темой, кивнула, а Миранда подняла глаза и рассмеялась увиденной картине. Ее муж Чес пытался набрать себе в тарелку еду. При этом он держал на руках Паркера, самого младшего в семье Вик, который и не собирался слезать, что усложняло задачу для его отца и делало комичной всю эту сцену. «Последнее время он не сходит с рук», – пояснила Миранда. Как только Чест приходит домой, Паркер не отпускает его ни на минуту. «У нас будет девочка», – заявила Хайди ни с того ни с сего. «В самом деле?» – спросила Кассиди. «Тогда всех будет поровну», – добавила она с железной логикой, и Кассиди пришлось перекрыть рот салфеткой, чтобы спрятать улыбку. «Для нее это просто очевидно», – сказала Миранда тихо. Мы продолжаем объяснять ей, что у Бога могут быть другие планы, но она ни о чем другом и слышать не хочет. «А когда ребенок родится, – заметила Кассиди, – то проблема возникнет независимо от того, кто это будет, мальчик или девочка, верно?» Глаза Миранды немного расширились. «Я не подумала об этом. Если родится мальчик, то нам придется что-то объяснять, а если девочка – то Хайди предположит, что Бог дает всего поровну». Женщины от души посмеялись, а Брэд тем временем наблюдал за ними с другого конца комнаты. До этого он беседовал с Хезер, но Бекки понадобилась ее помощь, и Брэд остался один. «Совсем один?» – спросила Мэг, медленно опускаясь на стул, на котором перед этим сидела Хезер. «Только что», – ответил он, не зная наверняка, как давно он наблюдает за Кассиди. «У тебя задумчивый вид», – сказала Мэг, вглядываясь в лицо мужа. «Так и есть». Он посмотрел ей в глаза.
Мне нужно быть осторожнее, а не то это может плохо кончиться. Мэг приподняла брови. Какой таинственный ответ. Брэд усмехнулся. Мэг не отстала бы от него, пока он не объяснил бы ей смысла своей улыбки. Но тут к ним присоединился Райлан, и эта тема отпала сама собой. Следующую схватку Мэг почувствовала после ужина в субботу. Она мыла посуду. Брэд только что поблагодарил ее за ужин и пошел в амбар, когда знакомая боль пронзила ее живот. Тяжело дыша, она села за кухонный стол и стала молиться. В этот момент вошел Трейс. «Мэг!» Он бросил взгляд на ее покрасневшее лицо и подошел к ней. «Что случилось?» «Просто схватка». «Да, я помогу тебе добраться до дивана». В представлении Трейса помощь заключалась в том, чтобы поднять ее на руки и отнести на диван. Все время, пока он нес ее, Мэг говорила, что с ней все в порядке, но он ее не слушал. «Я позову Брэда». «Трейс!» – окликнула его Мэг, и он остановился и посмотрел на нее. Мэг хотела было сказать ему, что с ней все в порядке, но потом передумала. Боль стихла, но она знала, что Брэд будет волноваться еще больше, если не увидит ее. «Ничего», – сказала наконец Мэг, и Трейс уложил ее на диван и вышел из дома. Неудивительно, что они с Брэдом вернулись всего через несколько минут, оба слегка запыхавшиеся. Они увидели, что Мэг уже сидит, а не лежит на диване. «Как ты?» – спросил Брэд, садясь рядом с ней. Трейс ничего не говорил, он сел на стул и наблюдал за происходящим. «Да, все хорошо. Это была еще одна схватка. Не сильнее, чем в прошлый раз». Брэд внимательно посмотрел на жену и заставил себя высказать свои мысли вслух. «Ты хотела бы перебраться в город?» Мэг посмотрела на него с удивлением. «Нет», – сказала она медленно. «Я должна признаться, что эта мысль никогда не приходила мне в голову». «Почему ты подумал об этом, Брэд?» – спросил Трейс. «Ну, только потому, что если она будет жить у Джанет или у Дорнов, она будет ближе к врачу». «Я хочу, чтобы ребенок родился здесь», – сказала Мэг. «Я тоже», – согласился Брэд. «Но не ценой риска для тебя или для малыша». Все трое некоторое время сидели молча. Трейс едва не сказал Брэду, что это было бы необдуманным шагом. Но принимая во внимание, что речь шла о жизни двух людей, он понимал, что все было не так просто. «Обсуди это сначала с доктором Эрцем», – предложил Трейс. «Спроси, что он думает по этому поводу, и считает ли он, что близость к нему чем-то поможет». Брэд и Мэг согласились с этим, но Мэг хотела дождаться понедельника. «Ты уверена?» – спросил Брэд. «Мы можем поехать прямо сейчас». «Нет, я устала. В прошлый раз, когда это случилось, я тоже чувствовала себя усталой. Я не хочу, чтобы схватки начались по пути в город. Я лучше подожду до понедельника». «Хорошо», – согласился Брэд и затем повернулся к брату. «Когда ты сегодня поедешь в город, передай Райлану и Касс, что на завтра мы все отменяем». «Не надо, Брэд», – возразила Мэг, прикасаясь к его руке. «Касси поможет мне, и я немного посплю после обеда». Брэд посмотрел на нее. «Ты скажешь мне утром, если почувствуешь, что не в состоянии принимать гостей?» «Хорошо. Пожалуйста, Брэд. Я всю неделю мечтала о том, что они приедут». Брэд наклонил голову и прикоснулся своим лбом к лбу Мэг. Не было слов, которыми можно было описать, что делала эта женщина с его сердцем. У него было сильнейшее желание защищать ее, положить к ее ногам весь мир. «А сейчас ты в порядке?» – снова спросил Брэд мягким голосом. И далее он заметил, что Трейс оставил их одних. «Да, я немного полежу». Брэд обнял ее. Мэг обняла его в ответ. Брэд не хотел торопить появление малыша, но при этом он не знал, как он перенесет оставшиеся недели ожидания.
Ему казалось, что человеческое сердце просто не в силах терпеть подобное напряжение. Трейс уехал из Токен-Крик в субботу вечером, но мыслями все время возвращался в город и к тому времени, которое он провел с Райланом, Чандлером и Филиппом. В этот раз они читали Евангелие от Марка, и обсуждение было очень интересным. Райлан высказал такие мысли, которые никогда раньше не приходили в голову Трейсу. Из Евангелия однозначно следовало, что Иисус Христос проявлял свою власть. Но теперь Трейс впервые обратил внимание на реакцию людей. Некоторые проявляли недоверие, другие открыто сомневались, а третьи вообще хотели убить Христа. Это заставило Трейса задуматься о том, что же такое должен говорить человек, чтобы вызывать подобное раздражение у окружающих его людей. За свою жизнь Трейс помнил много случаев, когда Брэд злился на него. Но не настолько, чтобы убить его. Важно, что отклик, который Иисус вызывал у людей, никак нельзя было назвать прохладным или равнодушным. И ясно было и то, что люди мало изменились с тех пор. Они по-прежнему хотели, чтобы Бог соответствовал их ожиданиям. Трейс вспоминал, о чем говорили его друзья, и о том, что он заметил, проезжая через город. Он не мог вспомнить, когда в последний раз он был в Токен-Крик в субботу вечером. Этот город не был безопасным. Из салунов доносился сильный шум, музыка и голоса. А две женщины сами первыми попытались заговорить с ним, стоя в тени здания. Двое пьяных спорили из-за лошади, а в какой-то момент Трейсу даже почудилось, что прозвучал выстрел. Ему на память пришли слова Райлана о необходимости молиться за Токен-Крик. Райлан жил не рядом с Солуном, но достаточно близко от него, чтобы каждую неделю слышать шум. В некотором смысле ранчо Холденов было уединенным местом, и Трейс понял, как сильно он нуждался в подобных напоминаниях. Он доехал до дома, молясь о жителях Токен-Крик и стараясь помнить об ответственности церкви и необходимости молиться за неверующих людей. В воскресенье утром Кассиди вышла из своей квартиры и с привычной легкостью, сбегая по ступенькам, не сразу заметила ожидающего ее внизу Трейса. «Ну, доброе утро», – сказала Кассиди, спустившись и подойдя к нему. «Доброе утро. Можно проводить тебя в церковь?» «Конечно». «Скажи мне», – начал Трейс, как только они пошли по дорожке. «Ты выходишь из дома субботними вечерами?» «Редко. Здесь не всегда безопасно». Трейс кивнул. Среди всех мыслей, обуревавших его накануне вечером, он не сразу вспомнил о Кассиди. Но когда он стал молиться, то вдруг подумал о ее безопасности, и больше ни о чем другом он думать уже не мог. «У тебя есть ружье, Касс?» «Нет». «А ты умеешь стрелять?» «Нет». Теперь она нахмурилась. «В чем дело, Трейс?» «Вчера вечером я был в городе, встречался с Раем и другими». А-а-а! Кассиди начинала понимать. Это было хорошим напоминанием о том, каким ужасным становится Токен-Крик в субботу вечером. Я забыл, как здесь бывает шумно и сколько здесь пьяных. «Да, неприятно», – согласилась Кассиди. «Ты чувствуешь себя в безопасности?» «Почти всегда. Но мне бывает особенно не по себе, когда кто-то начинает драться около мастерской или когда я слышу выстрелы». «Как же ты засыпаешь?» «Если я очень усталая, то это не имеет значения. Если же нет, то долго не могу уснуть». Теперь они были уже недалеко от церкви, поэтому Трейс остановился, зная, что у них еще было время. Он посмотрел на Кассиди, он хотел чем-то помочь ей, но не знал, как это сделать. Мысль о том, что ей угрожает опасность, не давала ему покоя. «О чем ты думаешь?» – спросила Кассиди. «Я просто хочу, чтобы ты была в безопасности. Для тебя эта ситуация не новость. Ты прожила здесь уже много месяцев, мирясь с тем, что творится по субботам, но для меня это полная неожиданность». «Ну,
Спасибо тебе за заботу, но, как я уже сказала, я стараюсь не выходить одна на улицу еще задолго до наступления темноты. А бессонница, поверь, это далеко не самое плохое из того, что может со мной случиться». Они свернули с Мейн-стрит и приближались к церкви. «Доброе утро», – обратился к ним Чандлер. «Как дела?» – спросила Кассиди. «У меня все хорошо, а у тебя?» «Спасибо, и у меня также». «А как ты, Трейс?» Трейс сказал, что у него все в порядке, после чего рассказал Чандлеру, о чем они беседовали с Кассиди. «Хорошо, что она живет на втором этаже», – сказал Чандлер. «И ни одно из ее окон не выходит на улицу». Кассиди слушала все это и чувствовала себя немного удивленной. Ей никогда не приходило в голову, что мужчины могли задумываться о подобных вещах. Это было приятно. Она видела, что о ней заботятся, и для нее это было неожиданно. Из церкви уже раздавалась музыка, и Кассиди пошла к дверям. Мужчины последовали за ней, и все трое сели вместе. Всего через пару минут Райлан начал богослужение. «Все готово?» – спросил Брэд у Мэг, оглядывая великолепно накрытый стол. «Думаю, что да», – ответила она с улыбкой, а затем добавила, обращаясь к собравшимся. «Если вы заметили, что чего-то не хватает, просто скажите мне об этом». Все сели, и Брэд прочитал молитву вслух. «Отец Небесный, для нас большая радость, что Райлан и Касси приехали к нам домой. Благодарю Тебя за их присутствие в нашей жизни. Благодарю Тебя за чудесный ужин и за руки, которые трудились над его приготовлением, а также за то, что Ты заботишься о нас. Аминь». В других словах не было нужды. Еды и общения было предостаточно, и никто не хотел упустить ни того, ни другого. Они провели больше часа за едой и разговорами, и затем, без долгих обсуждений, перешли на кухню, чтобы за невероятно короткое время вместе вымыть посуду. «Мэг нужно полежать», – сказал Брэд, когда все было убрано, и гости пошли обратно в гостиную. «Только не подумайте, что вам уже нужно как можно скорее уезжать отсюда». «Если вы не возражаете», – сказал Райлан, пользуясь возможностью, «мы пока с Касси прогуляемся к ручью». «Отличная идея», – сказал Брэд одобрительно. «Когда вернетесь, у нас будет готов десерт». Кассиди не ожидала этого, но оценивала то, что Райлан помнил, что она хотела поговорить с ним. Пастор направился к выходу, и Кассиди последовала за ним. «Я надеюсь, что вы не против прогулки», – сказал Райлан, когда они спустились с крыльца. «Спасибо за то, что вспомнили». «Как идут дела в магазине?» – спросил Райлан. «Даже лучше, чем я могла мечтать. Конечно, я не разбогатею к пенсии, но у меня достаточно средств для безбедной жизни». «Что вам больше всего нравится в вашей работе?» «Ну, я люблю шить, хотя самое интересное – это люди. Они всегда разные». «Токен-Крик – это особое место». «Всего год назад я не знала этого, но теперь это стало для меня совершенно очевидно». «Вы никогда не рассказывали о том, как оказались здесь». «Я говорю людям, что я искала возможность начать свой бизнес, и это правда, но далеко не вся». Во время прогулки вдоль ручья Кассиди поведала Райлану о своем прошлом, о болезненных подробностях ее жизни в семье и о своей самой большой проблеме, правильно ли она поступила, не распространяя эту информацию. «А кому, с вашей точки зрения, вы должны были рассказать об этом?» – спросил Райлан. «Не знаю. Похоже, Мэг считает, что это не касается никого. Но иногда я думаю, что мне следовало бы быть более открытой с людьми». «Я не вижу причин распространяться о своей жизни, Касси. Если я не ошибаюсь, вы не встречаетесь ни с кем из молодых людей из церкви. Вот если бы это было так, то вам обязательно нужно было бы рассказать о некоторых подробностях». «Нет, вы не ошибаетесь», – сказала Кассиди без горечи. «В моей жизни нет никакого романа». Райлан внимательно посмотрел на нее.
Она была такая милая. Он легко мог представить ее в качестве хорошей жены для кого-то из молодых людей города. «Спасибо, пастор, за то, что вы выслушали меня», – сказала Кассиди. «И не сердитесь». «На вас не за что сердиться, Касси». Они пошли в сторону ранчо, и разговор зашел о недавней проповеди и размышлениях Райлана о гостеприимстве. Кассиди сказала, что она многому научилась в этом плане от Мэг. Ко времени, когда они вернулись в дом, хозяйка уже встала. И все пятеро отведали пирог, который принесла Кассиди, и весело провели весь оставшийся вечер. «Как ты думаешь, Райлан неравнодушен к Кассиди?» – спросил Брэд у Трейса, когда мужчины отправились вечером кормить скот. «Ты так говоришь, потому что они отправились на прогулку?» «Да. Между ними что-то есть?» «Не думаю», – ответил Трейс. «Если бы Райланд захотел ухаживать за Касс, то ему не нужно было бы ждать, пока они приедут сюда. Они живут всего в 4 кварталах друг от друга». Брэд не стал продолжать эту тему вслух, но она засела у него в голове. Трейс, напротив, прямо сказал все, что думал, и не стал больше думать об этом. Если Райлан вдруг стал бы интересоваться Кассиди, то Трейс был бы очень удивлен. Доктор Эрц был не слишком обеспокоен по поводу схваток Мэг. Он был рад, что она обратилась к нему, и не считал, что у нее был повод для беспокойства. Переезд поближе к городу, возможно, и был неплохой идеей, но он не видел никаких причин для спешки. Мэг и Брэд были оба рады услышать его мнение, но так и не получили от него ответ на вопрос о том, когда именно Мэг следует перебраться в город и следует ли это делать вообще. «Мы как-нибудь справимся», – сказал Брэд, переводя Мэг через улицу, чтобы она могла сделать кое-какие покупки у Виллера. «И тебе нужно больше отдыхать». Мэг задумалась о том, какие изменения ей следовало бы внести в свой ежедневный распорядок, и даже не заметила, что Брэд уже открыл и держал для нее дверь магазина. «О, Мэг!» – проговорил он тихо, улыбаясь ей. «Что? Ты что-то замышляешь или просто задумалась?» Мэг прикусила губу, и ее глаза осветила улыбка. «Я прав?» – настаивал Брэд. «Да», – заставила себя признаться Мэг, заходя в магазин. У нее был длинный список необходимых покупок, но в этот момент действительно все мысли были о том, как найти новые возможности больше отдыхать. И неважно, насколько предсказуемой она была для своего мужа, им придется обсудить этот вопрос. «Вам пора уже идти в конюшню», – сказала Джанет Кассиди в среду днем. «Мэг будет беспокоиться, куда вы пропали». Кассиди посмотрела на часы и поняла, что Джанет права. Отдав последние указания, Кассиди направилась к конюшне и застала там мистера Стилвелла. «Привет, мистер Стилвелл!» – поздоровалась Кассиди с хозяином конюшни. «Как ваши дела?» «Все в порядке, мисс Нортон. Вы пришли за своей упряжкой?» «Да», – ответила Кассиди, думая о том, почему нет Райлана, и жалея, что не может прямо спросить. «Она будет готова через пару минут». Кассиди поблагодарила его, но довольно быстро поняла, что его представление о паре минут сильно расходилось с ее представлениями. Примерно 30 минут спустя, уже успев несколько раз пожалеть о том, что она не попросила разрешения запрячь лошадь самостоятельно, Кассиди наконец-то выехала в сторону Холден-Ранчо. Мэг и Трейс сидели на парадном крыльце, ожидая приближения повозки Кассиди. Сегодня она запаздывала, и Трейс чувствовал, что начинает беспокоиться. Он планировал сегодняшнюю встречу уже целых 2 дня, но не учел, что Кассиди может опаздывать. «Ты собираешься предложить или приказать?» – хотела знать Мэг. Трейс улыбнулся и сказал. «Как звучит настойчиво предложить?» Мэг улыбнулась
деверю, думая о том, что он был почти таким же милым, как ее муж. «Ты не возражаешь, Мэг, верно?» – спросил Трейс. «Ни в коем случае. Речь идет о безопасности Кассиди. Как я могу возражать против этого?» Не успел Трейс что-то ответить, как заметил повозку. Он подошел к ней прежде, чем девушка успела спуститься на землю и помог ей сойти, радуясь тому, что Мэг сошла с крыльца, чтобы присоединиться к ним. «Что случилось?» – спросила Кассиди. «Сначала стрельба, потом шитье». Кассиди посмотрела на Трейса, затем на Мэг и снова на Трейса. Наконец она спросила, обращаясь к Мэг. «Он серьезно?» «Вполне». «Зачем мне учиться стрелять?» – спросила Кассиди Трейса и почувствовала необходимость добавить. «У меня нет ружья». «Мы позаботимся об этом позже», – сказал Трейс с уверенностью. «Ты должна уметь себя защитить». Кассиди выглядела так, будто хотела о чем-то спросить, но так ничего и не произнесла. «Что тебя останавливает?» – спросил Трейс, не желая торопить ее, но при этом он был убежден в том, что это было необходимо. «Я немного боюсь оружия». «Вряд ли ты будешь так думать, когда научишься правильно обращаться с ним». Кассиди внимательно посмотрела на него. «Мэх?» – наконец спросила она подругу. «Ты умеешь стрелять?» Мэх кивнула. «Брэд научил меня». Кассиди многозначительно посмотрела на живот Мэх. «Ты будешь в доме, подальше от всего этого, верно?» «Ну ладно». Он не хотел терять время напрасно. «Отнеси свои вещи в дом, Касси, а я позабочусь о лошади и вернусь за тобой, как только закончу». Кассиди чувствовала себя так, как будто ее несет бурным течением, но не находила поводов для возражений. Когда Трейс появился всего 10 минут спустя, она ожидала его уже заранее, побаиваясь. Глава 6. Райлан попросил у Пита Стилвелла выходной. Он чувствовал, что отстал в своих занятиях и был готов посвятить дополнительное время молитве за свою церковь. До определенного момента он этим и занимался. Но после ленча неожиданно раздался стук в дверь. На пороге стояла Абби Пфистер с бумагой наготове, прося, почти требуя, чтобы ей дали интервью. Райлан не был в восторге, но, с другой стороны, у него не было уважительной причины отказать ей. Он понимал, что было бы хуже, если бы она явилась в конюшню. Райлан знал, что его начальнику это бы не понравилось, и человек, далекий от работы кузнеца, мог подвергнуть себя большой опасности. «Когда вы приехали в Токен-Крик, пастор Джарвик?» 5 лет назад. «Ровно?» – задала Абби свой неизменный вопрос. «Дайте подумать». Райлан сделал паузу. 5 лет будет в августе. Райлан, стоя на парадном крыльце, наблюдал за тем, как женщина писала и думал, о чем она спросит дальше. «А почему вы выбрали Токен-Крик?» Я знал пастора, который служил здесь. У пастора Инглиша были проблемы со здоровьем, и он чувствовал, что не сможет оставаться здесь долго. Он написал мне и попросил приехать, чтобы познакомиться со здешней церковью. Я так и сделал и остался. «А откуда вы родом?» «Из Денвера». Абби наклонила голову и приготовилась писать, но тут она остановилась и посмотрела на него. «Из Денвера? Я не знала этого. Это далеко отсюда». «Да, далеко. Поездом сейчас стало быстрее туда добираться, но 5 лет назад, когда приходилось добираться и поездом, и дилижансом, это было намного дольше». «А сколько времени вы планируете оставаться в этой церкви?» «У меня нет в планах уехать из Токен-Крик». «Я думала, что все проповедники переезжают с места на место». «Не все». «Олис говорил мне, что все». Райлан был наслышан об Абби Пфистер, ей нравилось говорить самой не меньше, чем слушать.
Он не собирался спорить с ней, но подумал, что это может быть подходящим случаем для более откровенного разговора. Я думаю, что некоторые так и делают, но когда я читаю Библию, я нахожу, что она придает огромное значение поместной церкви. Новый Завет снова и снова раскрывает важность поместной церкви, и до тех пор, пока Токен Крик нуждается в пасторе, а я способен выполнять эту миссию, я планирую оставаться. «А как вы ее выполняете?» – спросила Абби, невольно роняя лист бумаги. Требованиям к старейшинам приведены в первом послании к Тимофею. «К старейшинам? Я думала, что вы пастор». Я называюсь пастором, но моя работа в сущности та же, что у старейшины. «Я никогда не читала Библию», – сказала Абби тихо, забыв о том, что она собиралась брать у Райлана интервью, а не говорить о себе. «А для этого есть какие-то причины?» – спросил Райлан мягко. «Это старая книга, а мне больше нравятся современные». Это действительно старая книга, но это не просто старая книга. Истины, которые записаны в Библии, не потеряли своей важности и сегодня. Вы обязаны говорить это. Вы же проповедник. Я не обязан говорить это. Я верю в это от всего сердца. Вы собираетесь прочитать мне проповедь? Это вопрос? Из интервью? Абби удивила его, издав короткий смешок. Какое-то время она не могла собраться с мыслями, но потом снова приступила к вопросам. «А где живет ваша семья?» «В Денвере». «Кто-нибудь собирается перебраться к вам сюда?» «Нет». «У вас есть жена и дети?» «Нет». Вдруг Абби пронзила его взглядом. «Лично я вряд ли смогла бы доверять неженатому проповеднику». «Это еще почему?» – спросил Райлан, нисколько не обидевшись. Этот вопрос разоружил Абби. Она не ожидала, что он спросит ее об этом. «Не знаю», – поспешно ответила она. «Просто не знаю». «Ну, если вы узнаете», – попросил ее Райлан, как обычно, спокойным голосом, – «то расскажите мне». У Абби просто не оставалось выбора, как начать восхищаться этим человеком, хотя это никак не отразилось на ее выражении лица. В этом человеке не было ничего наигранного. Она знала, что шериф Кадерли относится к нему с большим уважением, равно как и другие люди, с которыми ей приходилось говорить о нем. Если верить слухам, у Райлана Джарвика слова не расходились с делами. «Это все на сегодня», – сказала Абби, убирая свои письменные принадлежности в сумку, а ее надетая на бикрень шляпа подпрыгивала в такт ее движением. «Но, возможно, я зайду опять. И, возможно, я окажусь дома», – парировал Райлан шутливо. «Ну, я всегда смогу застать вас в конюшне». «Я не могу давать интервью во время работы», – воспользовавшись возможностью, сообщил Райлан. «Находиться в конюшне небезопасно, и Пит Стилвелл платит мне за работу». Абби не понравился намек на ее привычку отвлекать людей от работы. Джесси Виллер никогда не разговаривала с ней, когда магазин был открыт. А если бы Абби хорошенько подумала, то могла бы догадаться, что у Джесси были покупатели, которым ее внимание было необходимо куда больше. Кроме того, у нее были две дочери, за которыми тоже нужно было присматривать. Абби казалось, люди никак не могли понять, что у нее была книга, которую нужно написать, и что это было важнее всего. «Вы хотели спросить что-то еще?» – поинтересовался Райлан, и Абби заметила, что она стоит на месте и молчит. «Нет», – отрезала она, повернулась и пошла прочь. Райлан сказал ей «до свидания», но она не ответила и даже не поблагодарила его.
Она никогда не благодарила людей за интервью. Она делала очень важное дело. Это жители Токен-Крик должны были благодарить ее. «Это труднее, чем кажется со стороны», сказала Кассиди после того, как Трейс показал ей, как держать револьвер. «Держи двумя руками», пояснил он, внимательно глядя на нее. «А ты уверен, что оно не заряжено?» «Вот, я покажу тебе». Трейс взял из ее рук оружие, сложил его и показал ей пустые патронники. «Смотри», – сказал он, – «все чисто». «Трейс», – тихонько спросила Кассиди, – «что именно произошло в субботу вечером, что натолкнуло тебя на эту идею?» Трейс заглянул в ее голубые глаза, ясные и доверчивые, как у ребенка. Он знал, что должен верить в жизнь Кассиди в руки Бога. Но если он мог и сам что-то сделать, чтобы защитить ее, то он должен был сделать это. «Я был слишком наивен относительно твоей жизни в городе», признался Трейс. «Джанет не живет на Мейн-стрит. Ее дом далеко от салунов. Другие женщины, которых я знаю, живут с мужьями или отцами. До меня вдруг дошло, что ты совсем одна по вечерам в субботу. Если я научу тебя стрелять, это еще не гарантирует твою безопасность. Но если у тебя когда-нибудь появится необходимость защищаться, ты будешь знать, как это сделать». Кассиди кивнула, не будучи уверенной, что она сможет выстрелить из этого револьвера, но она не хотела признаваться в этом. «Хорошо. Возьми револьвер обеими руками и просто наведи его на цель, которую я установил». Кассиди сделала все, как ей сказали, находя, что держать оружие обеими руками было легче. Но при этом она также заметила, что от этого руки быстро уставали. «Я думаю, что ты просто привык к тому, что у тебя сильные руки, и воспринимаешь это как нечто само собой разумеющееся, Трейс. Ты профессионально занимаешься шитьем. Возможно, своими руками ты смогла бы даже колоть орехи». «Может быть и так, но я не держу свое шитье на расстоянии 2 футов от тебя, и моя сила совсем не в руках». «Неужели вы хотите сказать мне, что не справитесь с этим, мисс Нортон?» – спросил Трейс с явным вызовом в голосе. Кассиди приподняла подбородок. «Я не говорила этого». «Тогда крепко держи револьвер и целься». Кассиди прицелилась и затем дерзко посмотрела на своего учителя. «Что-нибудь еще, мистер Холден?» Трейс усмехнулся и сказал. «Отведи курок». Оружие слегка вздрогнуло, но она повиновалась. На ее лице была смесь страха и удивления, когда раздался щелчок. «Ну как?» – спросила Кассиди, переводя дыхание и уже без всякой дерзости. «Очень хорошо!» Похвала Трейса была искренней. «Повтори это еще раз. Посмотрим, удастся ли тебе держать его крепче». Кассиди усердно училась держать оружие целых 30 минут. И только когда Трейс заметил, что по ее вискам стекает пот, он понял, что Кассиди была без шляпы, а июньское солнце немилосердно пекло им головы. «Давай сделаем перерыв». «Перерыв? Я думаю, что уже хватит». «Я могу продолжать», – заявила Кассиди с уверенностью. «Да, ты можешь», – подбодрил Трейс. «Но здесь жарко, а ты работаешь так напряженно». Кассиди согласилась и скоро после перерыва поняла, что времени для шитья в этот вечер уже не останется. Заряженным ружьем она тренировалась до тех пор, пока ей наконец удалось сделать все правильно. Трейс настоял на том, чтобы она сбила все банки с забора, а для этого потребовалось немало усилий. Они занимались стрельбой почти до ужина, но в конце концов у нее все получилось. «На что ты смотришь?» – спросила Мэг Брэда, застав его у окна с какими-то бумагами в руках. «На уроке стрельбы». «Как идут дела?» «Хорошо». Услышав его отстраненный голос, Мэг внимательно посмотрела на профиль мужа. «О чем ты думаешь?» Брэд взглянул на Мэг, обнял ее за талию и сказал.
Я пока что не готов говорить об этом. Можно я скажу тебе потом? Конечно, сказала Мэх, стараясь сохранять спокойствие и не давать воли своему воображению. Свободной рукой Брэд прикоснулся к животу жены и прижал ее к себе. Он не хотел будоражить Мэг своими догадками, пока он сам в них до конца не разобрался. За ужином Кассиди была далеко не такой оживленной, какой ее привыкли видеть Холдены. И когда после еды Трейс предложил поехать в город пораньше, она не возражала. Трейс не занимал ее разговорами и быстро привез домой. Он сказал, что она отлично поработала, и она выглядела довольной, но при этом нельзя было не заметить ее усталости. Он бы не удивился, если бы узнал, что Кассиди легла спать, как только оказалась дома, и крепко проспала всю ночь до утра. Портниха из Токен-Крик была не единственным человеком, принявшим близко к сердцу слова Райлана о гостеприимстве. Прежде чем она пригласила Холденов на ужин, ее саму пригласили на воскресный обед супруги Вик. «Это Бустер», – сообщила ей Хайди с гордостью, прямо с порога, ведя ее знакомиться с собакой. Она выглядела очень довольной, видя, что Кассиди опустилась на колени, чтобы погладить собаку, которая только что проснулась. Пес зевнул, и его маленькие глазки начали снова закрываться, по мере того, как Кассиди проводила рукой по его голове. «Какой милый пес, Хайди! Неудивительно, что ты так его любишь!» Хайди выглядела счастливой. И как это бывало и раньше, сердце Кассиди растаяло при виде ее застенчивой улыбки и сияющих карих глаз. «Не поддавайся на его сонный вид», – сказал Чес, который наблюдал за этой сценой. «Когда она скулит по ночам или жует мои ботинки, он совсем не такой милый». «Не слушай Чеса, Касси», – добавила Миранда, подтрунивая над мужем. «Этот человек позволяет собаке спать у него на коленях после того, как дети лягут в постель». Чес понял, что ему не выкрутиться, и засмеялся. Миранда посмеялась вместе с ним, после чего сообщила всем о том, что обед готов. Маленький Паркер расстроился и заплакал из-за того, что ему не позволили сидеть на коленях у отца и посадили на стул. Но в конце концов слезы были утерты, и обед начался. «Ты знаешь Трейса?» – спросил Фрэнклин у Кассиди, пока по кругу передавались блюда с едой. «Я хорошо знаю Трейса. Сегодня он со мной разговаривал», – сказал Фрэнклин, и на его маленьком лице можно было прочитать удовольствие, хотя он и не улыбался. «И о чем вы разговаривали?» «О его ранчо. Я был там. У него есть конь». «Да, есть», – подтвердила Кассиди. «Кажется, его зовут Квинси». Фрэнклин кивнул, но тут Кассиди перевела взгляд на Миранду, которая тихонько пояснила. «Фрэнклин хочет стать хозяином ранчо, и чтобы у него когда-нибудь была своя лошадь. Он души не чает в Трейси и Брэди». «Значит, он не хочет стать плотником?» – спросила Кассиди, оглядываясь на Чеса. Он построил несколько домов в Токен-Крик и великолепно работал по дереву. «Не в 7 лет», – сказал Чес с улыбкой, нисколько не обижаясь на сына за его мечту. «Возможно, он передумает, когда поймет, насколько молоток дешевле лошади». Кассиди постаралась не засмеяться, чтобы Фрэнклин не подумал, что она смеется над ним, хоть искушение было велико. Мальчик был таким открытым и милым, все в нем, да и в остальных детях Вик, вызывало у нее восхищение. В конце обеда Паркер даже позволил ей подержать его на руках. Тело 3-летнего малыша было теплым и мягким, и он уютно устроился у нее на коленях, когда они рассматривали книжку. При этом Кассиди еще раз подумала, как сильно она хочет иметь своих детей. Однако ей и в голову не приходило, что Чес уже думает о том, как бы подыскать ей мужа. «Почему ни один из молодых людей нашего города до сих пор не заинтересовался Кассиди Нортон?» – спросил Чес у Миранды вечером того же дня. Миранда с удивлением посмотрела на Чеса. Она не ожидала от него подобного вопроса.
Ей хотелось пошутить над ним по поводу его новой роли свахи, но она осталась серьезной. «Ты думаешь о ком-то конкретном?» Райлан и Трейс приходят в голову первыми. «Ты собираешься поговорить с кем-то из них?» Чес улыбнулся. «Нет. Если они сами не видят, какая она чудесная, то они не заслуживают ее». Они переглянулись и засмеялись. Больше Чес не говорил на эту тему, поскольку уже сказал все, о чем думал. Однако Миранда долго не могла уснуть из-за мыслей о будущем Кассиди Нортон. «Мне нужно починить это платье». Это была еще одна просьба из длинного списка просьб миссис Хиббард. Она стояла в мастерской Кассиди в субботу утром и показывала порванный шов на платье, которое сшили Кассиди и Джанет. «Я полагаю, что если бы вы с первого раза как следует обработали этот шов, то с ним бы ничего не случилось». Кассиди не спорила и пометила это место, собираясь сразу же починить платье миссис Хиббард. А стоявшая рядом Джанет заколола это место булавкой, чтобы ничего не перепутать. И здесь миссис Хиббард предъявила последнюю претензию. «Ткань лежит здесь как-то не так. Мне это не нравится». Кассиди посмотрела на нижнюю часть платья, не понимая, что женщина имеет в виду. «Вы могли бы показать мне, где именно, миссис Хиббард?» – спросила она. «Вот здесь», – отрезала леди. «Видите, как узор уходит в сторону?» Кассиди ничего не видела и только покачала головой. «Может быть, нам выйти на свет?» – предложила Джанет. Она восхищалась своей начальницей, которая никогда не спорила и не оправдывалась. «Вот здесь!» – снова указала миссис Хиббард, и тут Кассиди не выдержала. «Я думаю, что я бы предпочла вернуть вам деньги, миссис Хиббард. Я не понимаю, что вы имеете в виду, и я не думаю, что смогу переделать вам платье. Я могу починить другие места, но я не вижу, что здесь не так с рисунком, поэтому я просто верну вам деньги». «А как же платье?» – не успокаивалась миссис Хиббард. «Ну, у вас будут деньги», – заметила Кассиди здраво. «И, возможно, вы найдете того, кто сможет поправить рисунок». «Отлично!» – процедила сквозь зубы раздраженная клиентка. «Я приду в понедельник». Кассиди кивнула. Ей придется отложить другую работу, чтобы заняться этим платьем. Но она хотела, чтобы миссис Хиббард поскорее ушла, а она все не уходила. Наконец дама вышла, хлопнув дверью, но Кассиди не сказала ни слова. Она взялась за платье миссис Хиббард. Сердце Джанет сжалось от жалости по поводу только что увиденной сцены, но она не стала комментировать ее или пытаться утешить Кассиди. Она вернулась к своей работе, надеясь, что в ближайшее время к ним больше никто не придет. Но ее надежде не суждено было сбыться. Не прошло и 5 минут, как дверь отворилась, и обе женщины подняли глаза. В помещение вошел Чандлер Ди Фиоре, и он выглядел невеселым. «Можно поговорить с тобой, Кассиди?» «Конечно». «Сегодня утром я проверял кое-какие счета и понял, что допустил ошибку в твоем счете». Сердце Кассиди немного дрогнуло, но она ничего не сказала. Но Джанет, которая владела банком и знала Чандлера много лет, не молчала. «Это ошибка в пользу Кассиди?» – спросила пожилая женщина прямо. «Нет. В действительности у нее на $90 меньше, чем мы думали». Джанет выглядела пораженной, но Кассиди продолжала молчать, и по ее лицу нельзя было догадаться, о чем она думает. «Мне очень жаль, Кассиди», – продолжал Чандлер. «Я полагаю, что эта ошибка есть и в твоей банковской книжке». «Это ничего, Чандлер. Такое случается». «Вы хотите принести свою банковскую книжку, Касс?» – спросила Джанет. «Вы могли бы отдать ее Чандлеру, и он позаботился бы о том, чтобы все было исправлено». «Да, я так и сделаю», – согласилась Кассиди, чувствуя, что у нее онемели ноги. $90 – это была большая сумма. Ее счет был сильно раздут.
Она почти с ужасом ожидала, на какой цифре должны теперь закончиться ее деньги. «Мне очень жаль, Кассиди», – сказал Чандлер снова, пытаясь поймать ее взгляд. Ему почти хотелось, чтобы она рассердилась на него. Принять ее спокойную реакцию было труднее, чем возможные обвинения в свой адрес. «Это ничего, Чандлер. Я зайду после работы, и ты сможешь показать мне, сколько у меня осталось денег». «Хорошо». Кассиди снова вернулась к швейной машинке. Чандлер простоял еще мгновение, наблюдая за ней. Затем он бросил на Джанет полный отчаяния взгляд. Ее лицо выражало сочувствие. Ее муж достаточно долго был банкиром, чтобы она научилась понимать сущность подобных ошибок, но от этого ей было не легче. Чандлер вышел из дверей и окунулся в тепло летнего дня. Он медленно возвращался в банк, тяжесть своей ошибки тяжелым грузом лежала у него на плечах. Он надеялся и молился, что после того, как все будет пересчитано, Кассиди не останется без денег. «Кому ты доверяешь, Кассиди Нортон?» – спрашивала себя девушка, продолжая шить. Ее движения были стремительными от волнения. «Где покоится твое упование? Неужели твоя банковская книжка стала для тебя богом?» «С вами все в порядке?» – спросила Джанет после некоторого молчания. «Думаю, что да». Кассиди продолжала сидеть, наклонившись над машинкой. «Я разговариваю сама с собой». «Это помогает?» Почему-то эти слова вызвали у Кассиди улыбку. Она повернулась к Джанет и засмеялась. «Да», – смогла сказать девушка. «Это помогает». Джанет посмеялась вместе с ней, и обе они вернулись к работе, продолжая при этом молча молиться. Из банка Кассиди вернулась в состоянии легкого шока. Ее сбережения оказались существенно урезанными. Вместе с тем, в тот день в мастерскую пришли 2 человека, которых она никогда раньше не встречала. Один сделал заказ, а другой размышлял над будущим заказом и даже осмотрел одно из лоскутных одеял. Кассиди знала, что Бог не оставит ее. Ей приходилось зарабатывать себе на жизнь, и он знал об этом не хуже, чем она. Кассиди беседовала с ним об этом, когда повернула за угол, чтобы подняться по лестнице. Тут она увидела, что на нижней ступеньке сидит Трейс Холден. «О, Трейс!» – воскликнула Кассиди. «Ты напугал меня!» Трейс поднялся на ноги и снял шляпу. «Прости. Я увидел, что твой магазин закрыт, и никто не подошел к двери, и я предположил, что ты пошла в банк». «Так и было. Ты сегодня встречаешься с Райланом?» «Нет, я приехал в город, чтобы доставить тебе вот это». Кассиди взяла письмо, которое протягивал ей Трейс. На мгновение она подняла на него глаза, но он просто стоял на месте. Тогда Кассиди распечатала конверт и прочитала. «Дорогая Касси, бывает, что некоторые вещи доходят до нас очень долго. Я рада, что мне не потребовалось еще больше времени, чтобы понять то, о чем сейчас пойдет речь. Мы втроем все обсудили. И мы бы хотели, чтобы ты оставалась у нас ночевать по субботам. Трейс заберет тебя сразу или заедет за тобой позже, если у него есть занятия с Райланом. Твое соседство с салунами небезопасно в субботу вечером, и мы не смиримся с отрицательным ответом с твоей стороны. Собери все, что тебе нужно, на ночь и на утро, и приезжай с Трейсом. Я знаю, что без тебя он не уедет из города. С любовью, Мэх». Кассиди перечитывала письмо снова и снова. Наконец она посмотрела на Трейса. «Ты знаешь, о чем здесь написано?» «Конечно. Мы с Брэдом были рядом с Мэх, когда она это писала». «Но вы втроем собирались приехать на обед завтра после богослужения». «Мэх сказала, что ты обязательно вспомнишь об этом и просила сказать тебе, что мы поможем приготовить еду. Или же мы можем перенести этот обед на другую неделю, когда у тебя будет время что-то сделать заранее». Кассиди открыла рот, чтобы возразить, но Трейс не закончил. «Мы ценим твое гостеприимство, Касс. Мы все с нетерпением ждали этого обеда, но твоя безопасность важнее». «Но я находилась в этой квартире...»
8, почти 9 месяцев с тех пор, как приехала сюда. Теперь многое изменилось, сказал Трейс. В каком смысле? Ну, я вдруг понял, что представляет собой город по субботам вечером, и так дальше не пойдет. Он говорил так самоуверенно, что Кассиди упрямо скинула голову. Трейс увидел в поведении Кассиди то же, что он наблюдал во время урока стрельбы на прошлой неделе. Он неожиданно надел на голову шляпу, сел на ступеньку и громко стал говорить сам с собой. «Мне предстоит провести долгую ночь на этой ступеньке, без ужина и без завтрака. Утром в церкви я буду неумытым и даже небритым, и это очень печально». Кассиди прикрыла рукой улыбку. Трейс не смотрел на нее. В противном случае он тоже не смог бы сдержать улыбки. «Это очень трогательно. Ты знаешь об этом?» – спросила Кассиди. Трейс услышал в ее голосе уступку и встал. Одной рукой ковбой указал на лестницу. «Я подожду здесь, пока вы соберете свои вещи, мисс Нортон». Кассиди грациозно взбежала по ступенькам. Она немного переживала по поводу того, что ей взять с собой и как все пройдет утром. Она не думала, что ей и в самом деле придется делать это каждую неделю, но сейчас она собрала свои вещи и спустилась вниз. Трейс помог ей сесть в фургон, и не успела она собраться с мыслями, как они уже въехали в деревянную арку, над которой висела табличка со словами «Холден Ранчо». Мэг, должно быть, следила за дорогой, потому что они с Брэдом встречали их во дворе. Когда она увидела своих друзей, которые вышли на улицу, чтобы приветствовать ее, глаза Кассиди наполнились слезами. Вдруг на нее нахлынули воспоминания о событиях прожитого дня. Мэг заметила слезы, но ничего не сказала. Она обхватила Кассиди руками и прижала ее к себе. «Это твой дом по субботам, Касс», – сказала Мэг тихо. «Мы будем заботиться о тебе». Кассиди, которая раньше была готова спорить по поводу этого плана, теперь только благодарила Мэг и мужчин. Она всегда была уверена, что Бог позаботится о ней, и Он это уже сделал. Глава 7. «Чем все закончилось вчера в банке?» – спросила Джанет у Кассиди, как только она прибыла в церковь. Кассиди посмотрела ей в глаза и сказала: «Остановимся на том, что я рада тому, что у меня есть постоянная работа». Джанет кивнула и порывисто обняла ее. Она настолько гордилась этой девушкой, что едва могла говорить. Кассиди не паниковала и не злилась, а восприняла эту неудачу со спокойствием и смирением. «Ты не хочешь мне о чем-то рассказать, Касс?» Вдруг прошептал Трейс около ее уха. Кассиди медленно повернулась, не зная, насколько близко он стоял от нее, когда Джанет задала ей вопрос. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Просто мне показалось, что что-то не так». Кассиди невольно приподняла подбородок и заметила это только тогда, когда Трейс протянул палец и опустил его вниз. «В чем дело?» – настаивал он, и Кассиди лихорадочно соображала, что ему ответить. «Джанет спрашивала меня о работе». «В банке?» Кассиди про себя отругала Джанет за то, что та заговорила с ней о проблемах при всех. Но, к счастью, ей ничего не пришлось отвечать Трейсу, поскольку заиграла музыка. «Нам лучше сесть», – сказала Кассиди, и Трейс не мог не улыбнуться тому облегчению, которое прозвучало в ее голосе. Что бы там ни было, она не хотела говорить об этом. Он бы не стал давить на нее, по крайней мере сейчас, но его глаза продолжали подмечать каждую деталь. «Уже более года мы вновь и вновь говорили с вами о страхе Господнем», сказал Райлан ближе к концу проповеди. «Я получал самые разные отзывы на эту тему, но меня больше всего поразила мысль о потерянном времени. Что делает человек, который начал бояться Господа слишком поздно? Я не хочу сказать слишком поздно в том смысле, что у него уже нет надежды, но в том смысле, что он упустил слишком много времени. Лучший ответ – это жизнь Павла.
который уже во взрослом возрасте с Божьей помощью испытал радикальную перемену в своей жизни. Когда Павел понял, кем является Христос и что Он сделал для него на кресте, его уже ничто не могло остановить. Он удвоил свои усилия. Он трудился с огромным напряжением, как бы желая восполнить упущенное время. Подобным образом и мы должны удвоить свои усилия. Удвойте свое смирение, свои старания, мудрость и преданность делу. Не унывайте. Павел не унывал. Вы говорите о потраченном впустую времени. Павел возродился к новой жизни поздно, но он компенсировал все упущенное. Это урок и для нас. Не забывайте об этом, когда вы читаете послание Павла. Помните, что он удвоил свои усилия. Теперь давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за пример людей, подобных Павлу. Благодарю Тебя за то, что Ты Бог, который позволяет нам выходить на ристалище с опозданием, но все равно побеждать. Помоги нам уйти отсюда, храня Тебя в нашем сердце и в нашем разуме. Благослови каждого из присутствующих здесь и по Твоей воле, и в свое время собери нас снова на будущей неделе. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь. Община стала расходиться. Мэг обратила внимание на Брэда. Он выглядел задумчивым, и она взяла его за руку. «С тобой все в порядке?» «Да, меня очень вдохновили эти последние слова». «Я вспоминала то, как отец доил коров», – сказала Мэг. Когда коровы давали меньше молока, чем он рассчитывал получить, он обычно говорил, что ничего не может с этим поделать. А я всегда чувствовала в таких случаях бессилие матери. Я не знаю, почему это пришло мне на память, но не быть беспомощной в подобных случаях – это большое благо. Это точно, согласился Брэд, сжимая руку Мэг. В этот момент к ним подошел Трейс. «Вы идете к кассе?» – поинтересовался младший брат. «А она уже ушла?» – спросила Мэг. «Должно быть, да, потому что я ее здесь не вижу». «Пойдемте», – сказал Брэд, вставая. Они заранее решили пообедать у Кассиди, но Брэд знал, что она захочет сделать больше, чем нужно. В этом смысле она была похожа на Мэг, очень заботливая по отношению к другим и слишком требовательная к себе. Все трое отправились к Кассиди и застали ее за хлопотами по хозяйству. Маленький кухонный стол был отодвинут от стены, чтобы все могли уместиться за ним. Кассиди разогревала на плите какую-то еду в кастрюле. Пахло чудесно, и было очевидно, что она все подготовила заранее. Затем Кассиди закончила замешивать жидкое тесто, разлила его на противни и поставила их в духовку. «Все приготовления сделаны», – сказала Кассиди с улыбкой, не понимая, почему она не додумалась пригласить их к себе раньше. «Пожалуйста, садитесь». «Мы собирались помочь тебе», – сказала Мэг, улыбаясь подруге, когда та начала расставлять блюда на столе. «У меня все было готово заранее, и я ушла сразу после богослужения, чтобы замесить тесто». «Это тот рецепт, который ты дала мне?» – спросила Мэг, когда Кассиди села вместе с ними. «Да, это мой любимый». «И наш любимый тоже», – заметил Брэд, зная, что когда Мэг готовила это блюдо, они с Трейсом съедали все до последней крошки. Мэг, которая подумала о том же, засмеялась. Затем за столом стало тихо, и Кассиди почему-то чувствовала себя неловко. Она хотела попросить одного из мужчин помолиться, но вдруг почувствовала, что краснеет. Трейс поймал ее взгляд и пришел на помощь. «Ты хочешь, чтобы я помолился?» «Пожалуйста», – ответила Кассиди, радуясь возможности закрыть глаза и собраться с мыслями. Она почти не слышала, что говорил Трейс, и ей удалось помолиться и успокоиться прежде, чем он сказал «Аминь». «Как идет твой бизнес?» – спросил Брэд у Кассиди, когда они начали есть.
Кассиди не ответила, и Брэд заметил, что она смотрит на его брата. «Я ничего не говорил ему», – сказал Трейс, который предпочитал во всем ясность. Кассиди выглядела виноватой и посмотрела на Брэда. «Есть свои подъемы и спады, но каждый месяц мне удается свести концы с концами». «Я рад», – сказал Брэд, которому хотелось спросить, что же произошло, но он сдержался. «У тебя были какие-нибудь интересные клиенты на той неделе?» – спросила Мэг, которая тоже почувствовала, что что-то было не так, но решила сменить тему разговора. «У меня был интересный заказ», – сказала Кассиди, не желая говорить о миссис Хиббард и даже упоминать ее имени. «Одна женщина хочет шить довольно замысловатую скатерть. Это очень творческая задумка, только не очень практичная». «Почему бы это?» «Она хочет, чтобы скатерть состояла из кусочков и лоскутков. Это было бы неплохо, если бы она стала использовать ее в качестве покрывала для кровати. Лично я не захотела бы кушать на ней». Мужчины ели молча, а женщины продолжали обсуждать скатерть. Еда была очень вкусной, и когда Мэг вдруг заметила, что их тарелки опустели, она засмеялась. «Скатерть вас не интересует, Брэд?» – пошутила она. «Меня интересуют только те скатерти, на которых стоит еда». Муж с женой обменялись улыбками. Трейс потянулся за хлебом, а Кассиди пододвинула масло к нему поближе, после чего решила, что пора проверить бисквиты в духовке. Она достала их из духовки и поставила остывать, после чего разговор обратился к утренней проповеди. «Я никогда не думал о Павле с такой стороны», – поделился Трейс. «Это очень вдохновляет». «И бросает вызов», – вставил Брэд. «У нас нет никаких оправданий». «А мне очень понравилось его напоминание о том, какими смиренными нам нужно быть», – добавила Мэг. «Когда он об этом говорил?» – спросил Трейс. В начале проповеди он говорил о том, как сильно мы нуждаемся в спасении, и затем упомянул последний стих из второго послания к Коринфянам и то, как Павел закончил свое письмо Божьей благодатью. Они вспоминали и другие проповеди, обсуждая их до конца обеда. Кассиди убрала со стола и стала готовить сахарную глазурь для торта. А Мэг устроилась в гостиной, приподняв на возвышение ноги и прикрыв глаза. И оттуда стала задавать Касси вопросы, желая знать, над каким изделием Кассиди работала в последнее время. «Над тем же лоскутным одеялом. Оно продвигается как-то медленно». Кассиди вытащила большое одеяло с необыкновенным сочетанием цветов. Строго говоря, это было обычное лоскутное одеяло, но Кассиди так хорошо подобрала кусочки ткани, что ей удалось создать удивительный рисунок. «Ложись спать», – сказала Кассиди, заметив, наконец, усталость на лице Мэг. Мужчины нашли себе занятие в комнате, Брэд сидел с газетой, а Трейс стал разглядывать книжную полку. Кассиди вернулась в маленькую кухню и предложила делать глазурь. Вскоре за ней последовал Трейс. «Из чего эта глазурь?» «А как ты думаешь?» – спросила Кассиди с улыбкой. «Из шоколада», – ответил Трейс с удовольствием, небрежно устроившись у кухонного стола. «Ну так скажи мне», – продолжал он, – «ты уверена, что у тебя все в порядке?» Кассиди повернулась к нему от миски. «Да, Трейс, спасибо за беспокойство». «Хорошо», – кивнул Трейс, наблюдая за ней. «Я надеюсь, что ты скажешь мне, если что-то будет не так». «Скажу», – улыбнулась ему Кассиди, думая о том, что его забота была очень милой. Трейс кивнул и медленно поднялся на ноги. «Не буду тебе мешать». «Хорошо, скоро все будет готово». Трейс вернулся в гостиную, где дремали в креслах его брат и невестка. Он тоже удобно устроился в кресле, продолжая думать о словах, произнесенных утром Джанет. На кухне Кассиди тоже думала об этом, радуясь тому, что Трейс не стал добиваться от нее ответа, но почти жалея, что не может обсудить этого с ним. Она отбросила эту идею как невозможную, закончила украшать торт и заварила кофе. Когда Мэг проснулась, десерт был уже готов. Ранним утром
В понедельник Джанет долго размышляла о том, как помочь Кассиди улучшить финансовое положение. Ей хотелось дать ей денег, но так, чтобы Кассиди не знала, от кого эти деньги. Дело в том, что она и Чандлер были единственными людьми, которые знали о банковской ошибке, и Кассиди без труда могла бы обо всем догадаться. Джанет посмотрела на стол, где лежала ее Библия, открытая на книге притчей. Она читала, когда вдруг вспомнила о Кассиди и стала придумывать возможные варианты. Возвращаясь к книге притчи, Джанет сказала себе, что ей нужно доверить Богу жизнь Кассиди. Она также поняла, что ей не нужно постоянно думать о том, как ей помочь. Если в этом будет необходимость, что-нибудь обязательно придет в голову. «Как ты?» – спросил Чандлер у Кассиди, зайдя проведать ее во вторник во время обеденного перерыва. Они не виделись с субботы. «Со мной все в порядке, Чандлер, а ты как?» Чандлер посмотрел на нее, подозревая, что она неверно поняла его. Его все время мучила эта ошибка, и он понимал, что она тоже беспокоилась из-за случившегося. «Я хотел спросить», – начал Чандлер снова, – «как ты после того, что я сказал тебе в субботу?» «Более или менее, но временами я начинаю волноваться». «Мне кажется, я не вполне ясно выразил, как ужасно я себя чувствую. Я думаю, что я сказал очень мало». «Не беспокойся, Чандлер, это не твоя вина. Такое могло случиться с кем угодно». Чандлер кивнул, но ему все же было трудно принять прощение Кассиди. Он знал о ее финансовом положении. Она тяжелым трудом зарабатывала на жизнь, и то, что у нее было, она доверяла банку на хранение. Он чувствовал себя так, как будто подвел ее. Хотя, с другой стороны, банк же не лишил ее денег. Речь шла о деньгах, которых у нее изначально не было, но она думала, что они были, и рассчитывала на них. Все это было крайне неприятно. «Скажи мне», – попросил Чандлер, искренне желая знать правду, – «почему ты так спокойно восприняла это?» Кассиди задумалась. Часть ответа таилась в ее прошлом, но она не собиралась говорить об этом с Чандлером. Тем не менее, она хотела ответить на его вопрос. «Я стараюсь как можно меньше зависеть от денег», – начала Кассиди. «У меня нет никаких гарантий относительно того, что мой бизнес доживет до следующей недели. Люди могут перестать делать заказы, или им не нужно будет чинить одежду, и тогда я останусь на хлебе и воде. Именно для этого мне нужны были некоторые сбережения. Их нет, поэтому рассчитывать мне не на что. Я знала людей, у которых есть деньги, но из разговора с ними это никогда не чувствовалось. К таким людям относится Джанет. Есть другие, у которых есть деньги, и они делают так, чтобы об этом знали все. Я также знаю людей, у которых нет денег, и они больше ни о чем не говорят, кроме денег. Это не по мне. Деньги не стоят того, чтобы о них говорить. И я бы не возражала против некоторого остатка, чтобы я могла больше жертвовать для общины и для других. Но для меня лично, если мои основные нужды восполнены, не нужно больших денег». Кассиди почувствовала, что заболталась, и остановилась. Она подумала, не обидела ли она Чандлера. Как бы там ни было, он постоянно работал с деньгами. Она почувствовала, что к ее лицу прилила кровь, и заставила себя посмотреть ему в глаза. «Ты понимаешь меня?» «Да, Кассиди. Спасибо за то, что ты сказала мне об этом». Кассиди уловила задумчивость в голосе Чандлера и подумала о том, каким было его мнение. Ей хотелось спросить его, для нее это было важно, но тут вошла миссис Хиббард. «Увидимся позже», – сказал Чандлер и, поздоровавшись с миссис Хиббард, ушел. «Добрый день», – вежливо сказала Кассиди вошедшей даме, но при этом совсем не чувствуя радости от ее визита. «Добрый день, Кассиди. Я хочу заказать платье». Кассиди едва не открыла рот от удивления. Однако она не подала виду и заговорила ровным голосом. «Я не знаю, миссис Хиббард, насколько это хорошая идея. Я не смогла выполнить ваши требования в прошлый раз, и с того раза ничего во мне не изменилось».
«Так вы хотите сказать, что отказываетесь от моего заказа?» – спросила дама удивленно. «Я хочу сказать, что вас не устраивает то, как я шью». «Хорошо». Миссис Хиббард покраснела, но не ушла. «Я подумала, что вы, по крайней мере, сделаете еще одну попытку». Кассиди внимательно посмотрела на нее. Она знала, что делать. «Я сошью вам еще одно платье, миссис Хиббард, но при одном условии. На этот раз я не верну вам деньги. Я починю все, что явно является моей недоработкой, но я не могу позволить себе шить платья, за которые мне не платят». Выражение лица этой женщины говорило Кассиди, что таков и был ее план. Ее бегающие глаза скользили по помещению, после чего она перевела взгляд на Кассиди. «Я подумаю об этом», – сказала миссис Хиббард после паузы. Кассиди кивнула, но больше ничего не успела сказать. Миссис Хиббард повернулась и молча вышла. «Как вам не стыдно, миссис Хиббард?» – произнесла Кассиди тихо в пустой мастерской. «Вам уже достаточно много лет, чтобы понимать, чего вы хотите». Помолившись об этой даме, Кассиди вернулась к шитью. Она была очень рада, что следующей вошедшей в магазин клиенткой оказалась миссис Потс. Это была добрая и веселая женщина, да и заказ, который она оставила Кассиди, был большим. «Выглядит великолепно!» – искренне сказала Кассиди Мэх в среду, рассматривая аккуратную вышивку на рубашке, которую та делала для Брэда. «Он будет доволен. Я хочу попросить тебя об одной услуге». «Да. Ты можешь пришить воротничок и манжеты?» «Могу. Мэх, но ты же не нуждаешься в моей помощи». «О, Касси», – сказала Мэх со смехом, пытаясь уговорить подругу. Кассиди не сдавалась, видя, что у Мэх все хорошо получается, но затем Мэх выдала последний аргумент. «Мой ребенок должен родиться со дня на день, и у меня нет швейной машинки». Кассиди прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Это трогательно, и ты этим пользуешься, верно?» – спросила она. «Да, но на тебя же подействовало». Кассиди не могла отрицать этого. Она согласилась дошить рубашку, если она не понадобится Мэх раньше следующей недели. После этого женщины оставили шитье и отправились на кухню. «Как ты думаешь, ты еще не разучилась стрелять?» – спросил Трейс у Кассиди, когда они ехали обратно в город. Оба были верхом. Тележку, которую обычно брала Кассиди, отдали кому-то другому, и поэтому на этот раз она просто арендовала лошадь. «Думаю, что нет», – ответила она со смехом. «Мои руки болели несколько дней. Я надеюсь, ты меня понимаешь». «Ты старалась изо всех сил». «У меня не было выбора. Мой учитель был непреклонен, очень требователен и строг». Трейс повернулся и посмотрел на нее, но Кассиди смотрела вперед, стараясь не улыбнуться. «Это ужасно», – продолжала она, как бы между прочим. «Я зарабатываю себе на жизнь собственными руками. И затем в мой выходной день от меня ожидают подобного напряжения». «Это правда?» – заговорил Трейс. Мне совершенно все запомнилось совершенно иначе». «Ну, конечно же, ты старше меня, и память тебе уже изменяет». Трейс не мог сдержать смеха, и Кассиди присоединилась к нему. Она выглядела очень довольной тем, что ей на мгновение удалось взять вверх. «О!» – воскликнула Кассиди. «Скоро день рождения твоей тети. Ты не посоветуешь мне, чтобы такого особенного ей подарить?» «Ты спрашиваешь меня? Я думаю, что в этом вопросе тебе лучше всех может помочь Мэх». «Ну, может, у тебя есть хоть какая-нибудь идея?» – настаивала Кассиди. «Я бы могла ей что-нибудь сшить, но это будет как-то неинтересно». «С чего бы это?» «Не знаю. Я думала, что было бы интереснее, если бы подарок оказался оригинальным и неожиданным». Теперь Трейс повернул к ней лицо. «И ты думаешь, что я именно тот человек, который может придумать такой подарок?» Кассиди прикусила губу, но в конце концов все же рассмеялась.
Он был так искренне растерян, что она просто не смогла сдержаться. «Хорошо», – сказала Кассиди, меняя тактику. «Что ты подарил ей в прошлом году?» То же самое, что и каждый год. Я обнял и поцеловал ее. «А что подарила ей Мэг, ты помнишь?» Нет. «Ой, да, я опять забыла, что память в своем возрасте уже слабеет». Трейс не выдержал и улыбнулся. А вы довольно дерзки, мисс Нортон. Я надеюсь, вам это известно. Кассиди только засмеялась и продолжала подшучивать над ним по поводу подарка на день рождения тети. Они смеялись весь обратный путь в город, и только когда Трейс проводил ее до квартиры, Кассиди поняла, что у них так и не появилось никакой идеи для подарка. В следующее воскресенье община Токен-Крик праздновала вместе с другими горожанами день 4 июля. Этот праздник выпал на воскресенье, поэтому они немного запаздывали после богослужения, но им, тем не менее, были рады. В тенистом прохладном месте около ручья были установлены столы для совместного обеда. Кассиди пришла со своей корзинкой еды, поставила на стол посуду и все остальное, и повернулась, чтобы отыскать за столом Джесси Виллер. С ней были ее дочери. Кассиди присоединилась к ним. «Как дела, Джесси?» – спросила Кассиди. «Все хорошо, а у тебя?» «Хороший выторг почти каждую неделю. Я ценю клиентов, которых ты посылаешь мне». Джесси улыбнулась. «Тебе рассказали, верно?» «Да. Несколько женщин говорили мне, что ты отправила их ко мне, когда у тебя не находилось того, что им было нужно. Поэтому еще раз спасибо». «Не за что», – сказала Джесси, улыбаясь. Эта улыбка делала ее очень похожей на ее дочерей. «Привет, девочки!» – поздоровалась с ними Кассиди. «Мисс Касси!» – тут же отозвалась младшая Кланси. «Мы принесли бобы». «Замечательно! А я испекла торт». «Какой?» «Шоколадный». Кассиди улыбнулась, увидев, как Кланси в предвкушении торта облизала губы. «Теперь все ее внимание будет принадлежать тебе», – сказала Джесси, смеясь над своей младшей дочерью. «Ой, вон там идет Райлан», – сказала она. И Кассиди повернулась и увидела, что к ним направляются Райлан и Чандлер. Мужчины поздоровались с дамами и начали беседу. Мэр Лейк, который занимал этот пост почти 6 месяцев, поприветствовал собравшихся, поблагодарил их за присутствие и пригласил на трапезу. Люди пошли к столам с едой. Еда была вкусная и обильная, и никого не пришлось уговаривать дважды. Праздник считался официально открытым. «Как ты?» – спросил Брэд у жены, провожая ее в дом Джеба и Пэттиэнс, чтобы она могла прилечь отдохнуть. Они были уже по дороге на пикник, когда она снова почувствовала схватки. Она заснула, и Брэд остался посидеть с ней. «Прости», – начала она, проснувшись. «Тебе не в чем извиняться, Мэг. Это от тебя не зависит». Она вздохнула и попыталась сесть. Брэд помог ей, сел рядом и обнял ее. «Кроме того, – продолжал Брэд, – там будет жарко, поэтому нам не повредит немного побыть в помещении». «А Джеб и Пэттинс ушли?» Мэг улыбнулась. Голос Брэда был сонным, и она видела, что ему было уютно рядом с ней. «Тебе следовало поспать вместе со мной». «Ты спала всего минут 10. «А ты хочешь поспать свои 10 минут?» Брэд улыбнулся при мысли об этом искушении, но отказался. Через некоторое время они оба отправились на пикник. «Сегодня 4 июля, мама», – проговорил тихо Трейс, которому захотелось в этот день побыть рядом с матерью. «У ручья проходит пикник. Я не помню, ходили ли мы на такие пикники, когда я был маленьким». Трейс замолчал, стараясь не смущаться из-за молчания своей матери. Он оглядел веранду, посмотрел на комнатные цветы и красивую мебель. Его тетя постаралась на славу, сделав помещение уютным и удобным. Брэд и Мэг пошли на пикник. Я тоже присоединюсь к ним попозже. И Джанет будет там. И я думаю, что Бекки останется с тобой, чтобы Хезер могла сходить на пикник.
После этих слов Трейса на некоторое время воцарилась тишина. Он посмотрел на свою мать, радуясь тому, что может быть рядом с ней и рассказывать ей разные вещи обо всем, что было у него на уме. Потом зашла Бекки и принесла ей пить. «Спасибо, Бекки», – сказал Трейс благодарно, вдруг ощутив прилив эмоций. «Пожалуйста», – ответила кухарка Джанет, улыбаясь со всей присущей ей добротой. Ей, как и Хезер, было жаль, что миссис Холден не может выйти из своего состояния и порадоваться своим прекрасным сыновьям.